Дорогие мои подписчики и гости канала, сегодня хочу вам показать, как начать вязание полым шнуром или методом айкорд. Для этого не нужно много нити, отмерили немного. Я буду набирать всего 4 петли, можно набирать от 3. Чем больше вы наберете петель, тем толще будет у вас полый шнур. Закреплю, чтобы не разбалтывалась эта петля. Потом можно развязать, не переворачивая вязание. Нужно перенести все 4 петли на левую спицу. Переношу. 1, 2, 3, 4. Обратите внимание, где находится рабочая нить. Вот она. И теперь начинаем провязывать с первой петли за переднюю стенку, за заднюю стенку, не снимая со спицы. И только теперь, вывязав из 1-2, снимаем со спицы. Дальше оставшиеся 3 провязываем лицевой, включая последнюю. Теперь снимаем 4 петли полого шнура снова на левую спицу. 3, 4. Обратите внимание снова, где у нас рабочая нить. Снова провязываем первую за переднюю стенку, за заднюю стенку. И вывязав из 1-2, только сейчас снимаем со спицы. Оставшиеся 3 провязываем лицевой. И так каждый раз последние 3 мы провязываем лицевой, включая последнюю. Снова снимаем на левую спицу 4 петли полого шнура. У нас уже 2 петли на правой спице остаются. Мы всегда провязываем только 4 петли. 2 петли — это уже петли, которые участвуют в наборном ряду основного полотна. Далее первую полого шнура провязываем за переднюю стенку, не снимая со спицы, за заднюю стенку. И только теперь, вывязав из 1-2, снимаем со спицы. Оставшиеся 3 провязываем лицевой, включая последнюю. Снова снимаем на левую спицу 4 петли полого шнура. У нас уже 3 петли в наборном ряду. Теперь петли полого шнура снова провязываем за переднюю стенку первую, за заднюю стенку, не снимая со спицы. И теперь, вывязав из 1-2, снимаем со спицы. Оставшиеся 3 провязываем лицевой. Снова снимаем на левую спицу 4 петли полого шнура. У нас уже 4 петли набрано. Снова провязываем за переднюю стенку, не снимая со спицы, за заднюю стенку. И теперь, вывязав из 1-2, снимаем со спицы. Оставшиеся 3 провязываем лицевой, включая последнюю. Снова снимаем на левую спицу 4 петли. Первую провязку, у нас уже 5 петель набрано. К примеру, нам нужно набрать 10 петель. Вывязали из первой за переднюю стенку лицевую, за заднюю стенку лицевую. Теперь, вывязав из 1-2, снимаем со спицы. Оставшиеся провязываем лицевой, включая последнюю. Снова снимаем на левую спицу 4 петли полого шнура. Обратите внимание еще раз, где у нас находится рабочая нить. Снова провязываем первую лицевой за переднюю стенку, лицевой за заднюю стенку. Теперь, вывязав из 1-2, снимаем со спицы. Оставшиеся провязываем лицевой, включая последнюю. Снова снимаем на левую спицу 4 петли полого шнура. Теперь у нас уже 7 петель набрано. Снова провязываем первую петлю полого шнура за переднюю стенку, за заднюю стенку. Вывязав из 1-2, снимаем со спицы.
Оставшиеся 3 провязываем лицевой, включая последнюю. Снова снимаем на левую спицу 4 петли полого шнура. Снова провязываем за переднюю стенку первую, не снимая со спицы, за заднюю стенку. И теперь, вывязав из 1-2, снимаем со спицы. Оставшиеся провязываем лицевой, включая последнюю. И теперь мы должны посчитать, сколько у нас петель осталось. Получилось. Значит, 4 петли полого шнура мы не считаем. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель. Нам нужно 10. Но мы переворачиваем вязание на изнаночную сторону. Снимаем первую петлю. И сейчас будем закрывать петли полого шнура. Первую мы сняли. Вы видели, первую я сняла, не провязывая. Далее вторую провязываем, закрываем предыдущей петлей. Третью провязываем, закрываем предыдущей петлей. Далее четвертую провязываем изнаночной тоже, снова закрываем предыдущей петлей. Получается, что мы закрыли петли полого шнура, оставшуюся петлю мы закидываем на левую спицу, и у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. То есть вы набираете за минусом 1, одна остается от закрытия, мы ее закидываем на левую спицу, и таким образом получается +1. Теперь все эти петли в изнаночном ряду мы должны провязать изнаночными. Далее переходим на лицевой ряд, и в лицевом ряду уже можете начинать рисунок своего изделия. Кромочная. Как вы видите, первую теперь снимаем. Кромочную провязываем изнаночной. Вот так выглядит полый шнур с изнаночной стороны. Как он выглядит, видите? Вот такой валик. Теперь, я, например, свяжу один ряд, несколько рядов лицевой глади. Вы вяжете по рисунку. Я провяжу несколько рядов, покажу вам, что получается. Собственно говоря, это уже никак не влияет на полый шнур. Я связала еще несколько рядов вот из полушерсти. Это никак уже не повлияло на полый шнур. Вот такой полый шнур из 5 петель, связан хлопком. Вы знаете, слишком много петель на шнур оставлять не стоит. То есть больше 6 я бы, наверное, не рискнула, поскольку уже вот изнаночная сторона будет видно вот эти вот протяжки. Потому что все-таки мы соединяем начало ряда с концом. То есть если между ними будет много слишком петель, это уже будет как-то сложновато. Хотя, в принципе, можете и попробовать. Тут как решите сами. Надеюсь, что вам это видео было полезным. Ставьте, пожалуйста, лайки. Всего доброго, вяжите с удовольствием. Марина.